Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Известный экономический эксперт Александр Хрименко со мной на связи прямо сейчас. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, начать я предлагаю с таких больших цифр и серьезных заявлений, ну а потом немного о деталях поговорить вот этой экономики войны. Джанет Йеллен, как принято в шутку называть ее бабушка доллара, объявила, вот, скажем так, цифры и расчеты по помощи для Украины. На самом деле, достаточно, такие своеобразные подходы у экономистов на военное положение и войну против Российской Федерации. В общем, что она заявила? Она сказала, что денег до конца года хватит, все будет нормально. Если война продлится до середины 2024 года, тогда плюс 140 миллиардов или 115, а 140 миллиардов нужно будет еще, если до конца 2025 года. Такие неоптимистичные цифры, и плюс назвала, что 411 миллиардов нужно для того, чтобы восстановить Украину. Какие-то такие астрономические суммы и достаточно такие длительные перспективы боевых действий. Вот так считают американцы. Что-то знают? Они считают, смотрите, есть всегда оптимистический план, и что-то такое среднее получается. Действительно, война, игрушка очень дорогая. По большому счету, да, действительно, война сейчас обходится сотни миллиардов. Она дешевле не бывает. И действительно на вот это, вы если знаете, в Америке есть какая традиция, у них отсчет ведут от сентября. У них календарный год, не так, как у нас. И почему они говорят до 1,5 года, они же прикидывают. Да, то, что проголосовали с 1 сентября 2022 по 1 сентября 2023, просто чтобы вы правильно поняли, там американцы проголосовали действительно за сотни миллиардов. То есть в этом году, грубо говоря, исходя из того, сколько они дают, как они дают, денег более чем достаточно. Но будет же следующий год, надо еще раз голосовать. Вы же понимаете, Конгресс должен проголосовать. Тогда на следующий год тоже будут деньги, если проголосуют. Соответственно, если не проголосуют, не будут. Все очень просто. А сейчас, да, действительно, война очень дорогая. И действительно, на сегодняшний момент без помощи США, и, скажем, стран НАТО, Украине было бы архи тяжело, потому что у нас таких денег и такого количества оружия нет и быть не может. Когда подбивает смету Джанет Йеллен, это на что? На снаряды, боеприпасы, танки, пушки, гаубицы? По-разному. Больше на действительно оружие. Смотрите, там немножко Кейтманцев открыл такую тайну, скажем вот так, когда он рассказывал. Смотрите, со всей этой суммы денег 1/3 это то, что идет на, скажем, горючее, одежду, там какие-то пайки и так дальше. То есть такого. А остальное, да, остальная сумма это зарплата военных. У нас, по большому счету, можно сказать так, американцы платят зарплату нашим военным. Вот как. И оружие. Да, если так по-честному сказать, они платят. Потому что, хотя мы и рассказываем, но по большому счету вот эти суммы, вы время от времени слышите, триллион гривен на год. Триллион гривен, а раньше у нас бюджет весь был триллион, а теперь триллион только на армию. А теперь говорят, нет, 1,6 миллиона. Уже, понимаете, это же суммы какие. Что? И вооружение. Оружие же довольно дорогое. Вы же сами понимаете, что ракеты, снаряды архидорогие. И еще очень дорого стоит логистика обслуживания. Просто мы все время привыкли так, что снаряд. Снаряд это полцены. А еще надо заплатить за спутники, за электронику. То есть вот это очень дорого. Это все же не бесплатно. Не может. Это вся машина. Даже махина это работать бесплатно. Она работает за деньги. И за это надо платить. И да, на сегодняшний момент, скажем так, давайте так, страны НАТО действительно платят за вооружение, действительно платят за, в общем-то, и зарплату нашим военным. О зарплате военным.
такая очень интересная ситуация произошла в парламенте. Вроде бы как вернули доплаты вот эти 30 тысяч, там полицейские, понятно, солдаты, Не вернуть. солдаты ВСУ проголосовали, все бодро отсчитались, но, правда, вот сейчас его там фотография и, соответственно, его проект отмены этого решения публикуют все соцсети, мол, ах ты такой сякой, для наших военных народный депутат подал бумагу, чтобы это все приостановить. Там просто процедура такая, что вроде бы как приняли, вернули, но из-за того, что кто-то против, нужно, чтобы прошло какое-то время, и потом переголосовали, условно. Поэтому в силу решение вступить не может. И там глава парламента подписать, и дальше, чтобы это все пошло в дело. То есть вроде бы как приняли, вроде бы как радость, вроде бы как перемога, а так получается зрада, потому что недоприняли. Скажите, а как эта ситуация видится вам с точки зрения рациональности, разумности? Ведь мы же помним, когда отменяли эту доплату каждому военному по 30 тысяч гривен, много экспертов выступало за эту норму, мол, должно быть дифференцировано, кто на передовой, кто в тылу, что значит всем подряд платить, мы поддерживаем. Сейчас как-то выглядит глупо, это с одной стороны. А с другой стороны, ну вы же формулу сказали, что зарплату украинским военным платят Соединенные Штаты Америки. Вот как это с этим соотносится? Ну, давайте начнем с самого начала. Смотрите, когда началась война, конечно, была эйфория, что очень быстро закончится. И тогда, если помните, доплаты, да, заплаты, ну все, ура! Прошло время, и поняли, что перестарались. Ну, денег физически нет. Но если помните, в свое время, в прошлом году очень сильно ругали, ну, был так Кирилл Шевченко во главе НБУ, его очень ругали, что он делает эмиссию, нехороший человек. Да, действительно, в прошлом году фактически, ну, можно сказать, первое полугодие платили зарплаты военным за счет пустых денег. То есть делали эмиссию гривны и за счет этого платили. Потом, вот, действительно, американцы приняли это решение. Сейчас действительно, ну, чтобы вы правильно поняли, они дают кредит. И очень длительный. И очень, да, действительно дают достаточно. И фактически за счет этих денег, ну, они дают в долларах, можно их, как сказать, поменять на гривну и выплатить зарплату. Но американцы сказали, знаете, ребята, вы, конечно, веселые и популистисты. Значит, давайте так, кто на передовой, платим по полному. В тылу никаких доплат. И это решение было согласовано, и оно было принято. И с точки зрения математики оно правильно. Но у нас же есть Порошенко. Вы же понимаете, вот он решил пропиариться, и он протолкнул это не совсем закон, если внимательно почитаете, это обращение к Кабмину с просьбой, чтобы они это сделали. Ну, то есть фактически ничего. Абсолютно ничего, потому что, еще раз говорю, тут ситуация очень простая. Для того, чтобы, ну вот, если вот, смотрите, чтобы вы правильно поняли, как надо сделать, чтобы оно работало. Надо внести изменения в госбюджет, и ответить на такой очень мерзкий вопрос, где взять деньги. Понимаете, потому что принять законопроект, вернуть, ура, 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 это да, а где взять деньги? Они сказали, надо урезать за счет чиновников. Понимаете, если мы даже прекратим платить зарплату всем чиновникам, абсолютно, всем, денег не хватит. Ну, на армию, то есть соотношение на армию сейчас, ну вот сейчас 60% всего бюджета это армия. По этой причине вот всем чиновникам прекращаем платить, а денег все равно нет. Это чисто популистическое решение, которое, да, протолкнул Порошенко. Он сейчас будет пиариться, рассказывать. Вы будете читать колоссальное количество комментариев, потом еще больше срача почитаете. Насколько я понял, вот вы назвали, кто внес. То есть смотрите, закон как предполагает? Проголосовать за закон, да, пожалуйста. А теперь можно, грубо говоря, внести другой закон про приостановление. Такое допускать. Тем более у нас такое бывало. И теперь с партии «Голос» депутат внес закон, который фактически блокирует вот этот закон. Но давайте так. Это популистический закон, это популистический. Это все делается от того, что оппозиции скучно. Ну и просто нудно. И делать нечего. Она развлекается. Она пиарится, принимает бессмысленные постановления, законы. Сейчас вот это будет, ну вот эти законы, очень, они дадут повод Порошенку, тем же, ну, наверное, Тимошенко. То есть они все будут сейчас
пиарится, пиарится, пиарится. Знаете, я так понимаю, Диш, наверное, смотрит и говорит, ребят, прочитайте. Нет, погодите, нужно разобраться. Деньги, говорят, что деньгами занимаюсь я. Пиар, А вы там можете что-то. да, пиар пиаром. Американцы вернули эту надбавку? Нет, ты не вернул. Не, ну смотрите, давайте так. Они четко посчитали, что вот, нет, они действительно выделяют сотни миллиардов. Они посчитали, смотрите, есть деньги на вооружение, игрушка очень дорогая. Тем более, что, понимаете, мы все говорим, нам нужно совершенно новое вооружение. Новое это очень дорогое. Есть на содержание боев. Смотрите, на сегодняшний момент, вы помните, в начале войны были проблемы с заминированием, с многим. Сейчас такого вообще не существует. Опять же, это все, да, нет, это все стоит больших денег. Вот у нас всегда привыкли, что типа, ну так сколько там эти бомбардирования хорошие, стоит колоссально больших денег. Я понимаю, и снаряды, но это тоже. И еще раз говорю, чтобы это все стреляло и так дальше, еще больше. И вот они четко посчитали, так. Плюс, вы же понимаете, что у нас на сегодняшний момент, под ружьем или мобилизованных очень много. Время от времени слышите. Кто-то называет 700, кто-то даже миллион. Сколько там уже Генштаб знает. Понятное дело, что если у нас миллион и каждому 30 тысяч в месяц, это 30 миллиардов в месяц. Да в год 140 миллиардов. Где их взять? Вот эту фантазию, они математически не выдерживаются. По этой причине, да, действительно сделали так. Если ты на передовой, тебе платят много. Там же они даже увеличили, это же не 100 уже, 120 платят. То есть увеличили сумму. Раньше было... Но они сделали очень просто. Если ты в тылу, ты в тылу. Нет, это не значит, что ты не получаешь. Потому что правильно поняли, сейчас, в зависимости какое у тебя звание, то военный получает, они практически 30 тысяч получают. Там в среднем 28 тысяч. Сразу говорю, это средний считать. Вы скажете, полковник больше. Конечно, полковника больше, скажем вот так, лейтенанта или сержанта мало, меньше. Но на сегодняшний момент военным платят довольно много. Вот эти 30 тысяч, это была эйфория. Когда очень думали, что да мы за 2 недели, да мы сейчас, куда, ребят? И физически выплатить, кому в тылу 30 тысяч, скажем так, американцы этих денег не дадут. Сказать, ребят, мы понимаем, что у вас там популисты. Вот если вы их где-то найдете, платите. Мы их не дадим. Мы вам посчитали, рассчитали. Сколько на оружие, сколько на еду, сколько на модирование, сколько... Все вам дали, действительно дают. Но если там вашим популистам делать нечего, пускай они из своих денег и платят. Я не спорю, если лично Петр Порошенко со своих миллиардов профинансирует, проблем нет. Все за. Пускай покажут класс. Было бы, тем более у него как раз денег бы хватило. Я просто, смотрите, чтобы закончить точку поставить в этой теме, я хочу услышать ваш прогноз все-таки, да, там преодолеют, не преодолеют, обращения примут, не примут, подпишут. В общем, судьба какая будет этого решения, как вам кажется? Судьба будет следующая. Судьба следующая. Сразу военным скажу, что, пожалуйста, будьте благоразумны, поймите. Деньги выделяет Кабмин. Этих денег американцы нам не дали. Все, что принимают эти политики, это просто их физически нет. Да, можно сделать эмиссию. Но вы понимаете, на сегодняшний момент, если сейчас сделать эмиссию, цены еще подлетят, курс подлетит. Но смысл. Понятно, что на сегодняшний момент может что произойти? Это постановление, это обращение в Кабмин с просьбой вернуть. Кабмин может рассмотреть и примет решение. Вернем доплаты в условиях, когда в бюджете будут излишки денег. Но вы же видите, что это очень такая, болезненная тема. Да, общественная. Конечно. И не дай бог, власть возьмет, да и не даст ход этому решению целого парламента, как тогда будут смотреть, как будут смотреть тогда на власть? И тут понимаете, в чем вопрос? То есть, давайте так, вариант, что эти деньги просто напечатают, есть. Есть, конечно, да. Но вряд ли, смотрите, МВФ запрещает печатать деньги, жестко запрещает. А как быть? Так значит не будет печатать. Не, я просто говорю, смотрите, поймите, все, давайте так, да, срача будет много.
Но очень часто и самой власти срач нужен. Но людям скучно. Надо тема для срача. Понимаете? Ну, вы же понимаете, что война затягивается. Вы понимаете, что военная тематика сейчас, вот если внимательно, ну, наверное, вы тоже слеживаете, она выпадает с политического поля. Уже говорить, постоянно обсуждать военную, она уже не настолько интересна. Но люди устали от войны, это факт. Ну, вы имеете в И вот виду когда военная тематика, это там куда прилетело, какой бомбой, да, какой да, калибр, где, если да. ничего, конечно, жуткого, особенного, да, с Да. массовыми жертвами, я имею в виду, сразу оговорюсь. То есть, какие там самолеты, где нужна какая спецификация, то есть, вот это уже Да, меньше да. интересует людей. Сколько танков? Пришло 4 танка, пришло 6 танков. Ну, понимаете, это уже не идет. Ну, люди, если бы 1000 танков, да, ну, это не раз. Люди уже как-то уже устали. И вот когда вы забрасываете такой срач, ну, это, конечно, Порошенко постарался. Оно хорошо и и для оппозиции, и для власти. Теперь можно будет пиар выступать. Вы же понимаете, теперь можно с одной стороны выступает оппозиция, выступает власть, эксперты разные мнения. Потом интервью с военными, интервью с экспертами. Пошла жара. В результате ней как не было, так нет. Но зато можно поговорить. Да, интересно. Ну и в контексте, конечно же, контрнаступления, как выглядит вот такой политический жест. Сейчас такой период, ну, понятно, что нас просит Киев, киевская власть, там, Минобороны, там, не мусолить, да, вот Да. тему контрнаступления, где будет, как будет, хватает, не хватает, плюс эти сливы американской разведки, да, вот, или из Пентагона. Да. Остин разводит руками, говорит, мы ищем, не можем найти, что происходит. Да. Все с подозрением смотрят, ага, и ПСО. В общем, целое дело. А тут вот такая история с выплатами военных, когда вроде как парламент порадовал, а по факту, ну, ноль, ничего. То есть это деморализация перед контрнаступлением? Да не. Люди уж уже знают, что доплат не будет. Ну, поймите, с самого начала, ну вы же понимаете, смотрите, с самого начала, когда доплаты отняли, вы же понимаете, да, это было как бы, буза. Ну, все, успокоились. Не, поймите, на сегодняшний момент уж военные... понятно, всегда найдется какая-то часть. Но, в принципе, же военные уже, те, которые... Давайте так. Кто настоящий военный, не те, кто военные теоретики, скажем так, они превосходно понимают, что да, если ты на передовой, тебе платят Все. И это уже... И военные сами понимают. Мало того, вы же понимаете, какая ситуация. У нас же на сегодняшний момент дают выбор. Пожалуйста. Если ты хочешь больше, сюда. Если ты не хочешь, ты сидишь в тылу, получаешь свои там, 20-25 тысяч. Все. И некоторые говорят, хорошо, я буду в тылу сидеть. Все нормально, все, так сказать, по-честному как бы. То есть это все есть. Другое дело, что поймите, эта тема для обсуждения будет. Но уже на сегодняшний момент именно вот эта система без надбавок, она уже давно работает. То есть, а по этой причине, я не сказал бы деморализация. Деморализация немножко другая. Наступление должно быть успешным. Вот это главное. Понимаете, есть такое красивое слово. Война все спишет. Угу. И в данной ситуации здесь главное вот именно успех наступления. Потом уже все забудут. Просто сейчас, можно сказать, вот этот срач можно сейчас до контрнаступления. Есть о чем поговорить. Даже немножко отвлекут внимание, чтобы меньше было этих бесконечных вбросов, разговоров про контр. Будет срач про это, про контрнаступление, немножко забудут. Начнется контрнаступление, вообще забудут про это постановление. Намертво. Даже забудут, что ее приняли. Вот такая ситуация. Да, понятно. Еще одна очень интересная такая тема, это зерновая сделка. Сообщила украинская сторона, украинский замминистра о том, что, кстати, сообщил в Guardian о том, что не пускают российские представители вот этой совместной группы суда украинские. То есть там такая история, что гуманитарные суда с зерном, пропускают. А вот там те, которые по контрактам, на продажу, тормозят, ступорят, и, в общем-то, есть большая проблема. Есть. Это все конец зерновой сделки, Александр?
Ну, не конец, но будут ругаться, скандалить. Ну, понимаете, понятно, что Россия максимально тормозит. Она создает проблемы. И это действительно очень сильно бьет по нашей экономике. Спорить не буду. Там, конечно, наши ребята уже наловчились немножко это обходить. И, ну, скажем, по сравнению с прошлым годом, экспорт все-таки больше, а не меньше. Но проблемы пока, ну, скажем, не закончится война, проблемы с зерновым коридором будут постоянно. Они будут меняться. То пропускает, то не пропускает, больше, меньше. Ну, это ж, вы сами понимаете, ситуация довольно стандартная. То есть, понятно, Россия максимально создает проблемы для Украины, чтобы Украина не могла нормально экспортировать зерно. Что и стоит. Ну, вы еще помните Европу, там сейчас возникла проблема с транзитом. Но это наши ребята виноваты, конечно. По этой причине, ну, а что же вы хотели? Во время войны проблемы появляются каждый день. Прежде всего у бизнеса. Это нормальное явление. Что ж, война такая. Нет, погодите, Надо смотрите, то есть есть зерно, там русские не пускают, здесь соседи бунтуют, фермеры, причем вроде бы... Ну не фермеры, там это... Давайте уже расскажем, вот тут уже в огород в наш камуш. Смотрите, была договоренность, что транзитом можно зерно, ну, через те же самые, поставлять в другие страны. И да, действительно такое дело. Но наши ребята ж не могут спокойно это делать. Они начинают жульничать. Они по документам оформляют транзит, а вместо этого продают на территорию Польши. Понятное дело, что они не просто продают дешево. Тут, что вы немножко правильно поняли, если идет транзит, вообще нет налогов. Ну, логика в чем? Прошло, загрузили, и потом, когда уплывет в другую страну, там налоги. А тут налогов нет. Наши хитрецы говорят, о, можно классно срубить бабла. И они шарах транзитную продают вообще без налогов. Естественно, цена очень низкая, там демпинг. И там получился такой курьез, что цена продажи ниже, чем себестоимость производства. Понятно, фермер понятно, вы что, вообще, ребят, совесть-то имеете хоть какую-то? Наши ребята, так я ж для себя ж зарабатываю, не для вас. Нет, решают эту проблему, но это действительно, наши ребята просто обнаглели. Ну, понимаете, вот это беда наших бизнесменов, которые вот, даже когда им что-то сделали, говорят, так, тут намутить что-нибудь. Это такое, о, можно хорошо намутить. Нет, там действительно часть зерна идет транзитом через Европу, и там более-менее даже такие неплохие объемы. А часть, да, нам, конечно, идеальный вариант на море, однозначно. Потому что там проще, больше. Но опять же, смотрите, если по сравнению с прошлым годом, то все-таки экспорта стало больше. Отладили, что-то там наловчились. Но он тяжело, но он работает. Хотя, действительно, вот эта стряска, она тоже хороша и для нашего бизнеса. Она вообще показывает, ну, во-первых, устойчивость. А во-вторых, показывает, насколько бизнес готов перестраиваться. И да, действительно, вот эта посевная, которая сейчас идет, она будет немножко другая. Ну, во-первых, другой будет выращивать. Наконец-то они их как бы заставят, ну, скажем вот так, не через хайп, а действительно считать. Потому что у нас до этого был такой чистый хайп. Была кукуруза и вот подсолнечник. И сколько им не говорили, ребята, вы... Нет, это хайп, давай ловим вперед. А сейчас оно не ловится, они сказать, стоп, надо что-то думать. О, уже тоже хорошо. Вы знаете, так немножко. Потому что в идеальном варианте действительно аграрный сектор и вообще аграрный, это вещь сложная, тяжелая. Но если делать правильно, а не просто так урвал, убежал, то это очень хорошо для экономики вообще в целом. Так что тут война имеет свой немножко нюанс, она немножко так стрясочку делает для нашего бизнеса. И учит, ну скажем так, работать по-нормальному, как ни странно. Ну, это очень странно. Вроде война, вроде как беда, вроде бы как вот учат работать по-нормальному. Но в войну же воруют больше. Как тогда по-нормальному работать? Ну, смотря где. Где-то, ну, помните, смотри, какая ситуация. На сегодняшний день пока что упрощенцам, вы знаете, налоги отменили. По этой причине, да, они, конечно, ну как они воруют? Они просто не платят налоги. Ну, понятно. Когда-то приняли постановление, типа, хочешь плати, хочешь не плати, все хочешь не плати. Ну, погнали. Вот как раз эксперимент. Вот знаете, война дала возможность провести эксперимент. А если народу обратиться, сказать, люди, вы будете платить налоги по-честному, ну добровольно, вы будете платить? Все кричат, будем! А теперь провели. Как видно, никто платить не хочет. Это тоже такой эксперимент.
Я так понимаю, по этой причине и приняли, что вернуть обратно налоги, ну, чтобы как до войны, то есть для упрощенцев и так дальше. Но, смотри, какая ситуация. Да, вот эта война у нас встряску сделала, и она заставила бизнес, ну, как бы, скажем вот так, задуматься, что, ребята, ну, нельзя все только на холл, все только на вот это бесконечное урвал, убежал, не заплатил. Надо выстраивать, тогда оно работает. А если вы действительно вот урвал, убежал и закончилось, не срабатывает. У нас действительно, ну сейчас сложно посчитать, какая доля теневой экономики, но если так прикинуть, процентов 60 не меньше. Потому что если малый и средний бизнес не платит налоги, вот это и есть теневая. Ну, Но, с другой стороны, смотрите, как лихо у нас решали все проблемы. Нет бензина, появился, нету этого, появился, генераторы, ну, правда, сейчас продают с дисконтами, слушай, вот при всех недостатках теневая экономика очень быстро решала эти проблемы, видите как? А если было государство, хана было, тут уже точно проиграли все, потому что госчиновник принимает решения годами, это факт. да, я всех призываю подписаться на канал Александра Охрименко. Будет отмечен он как пользователь YouTube. Переходите, интересуйтесь. Интересные стримы, интересные видео, комментарии и аналитика повседневной экономической жизни. Я вот хочу как бы вот с двух, скажем так, направлений, да, вот два взгляда на Запад и на Восток, чтобы вы помогли разобраться. Начнем с Запада. Говорят о Речи Посполитой. Ну вот некоем новом, большом, конфедеративном устройстве, где там страны Балтии, Польша, мы. И понятно, что это очень легко препарируется, как там раздел Украины, как там Польша, которая оттяпает себе регионы. Ну, давайте будем объективны здесь. Это легко подается и препарируется именно так. Потому что там сразу исторически накладываются аспекты. Экономика Польши вообще просто мощнее экономики Украины, это понятно. Польша также донор, союзник, хаб и так далее, и так далее. Но меня интересует вот чисто экономический взгляд на вот этот союз и вот эту конфедерацию по одной простой причине. Вот просто исходя из логики критического мышления, смотрите, ведь совершенно непонятно, вот совершенно непонятно, ради чего упавшую экономику там, Украины, ради чего вот эти там, частично разрушенные территории, где-то тяжелая по демографическому составу, потому что там многие ломанули на Западную Украину, бежав от обстрелов, и некоторые уехали дальше, то есть такая идет очень сложная территория, вот военная территория, территория войны с тяжелейшей ситуацией в экономике нужна, ну, условно, там, зачем Польше там, и странам Балтии кормить вот эти территории? Вот здесь очень сложный подход, когда все говорят, что вот Польша чуть ли там не из штанов выпрыгивает забрать, а что она будет с ней делать, с этой там частью или всей Украиной? Давайте внесем ясность, не Польша, мы хотим. Не надо перекручивать это факт. Мы просимся. Нет, давайте так. Это идея Украины. Новая Речь Посполита, идея Украины. Даже если вы историка почитаете, то Речь Посполита образовалась благодаря Киевскому воеводству, а не благодаря Варшаве и Кракову. Смотрите, все исходят с точки зрения, война, во-первых, закончится победой Украины. Но после этого, естественно, как бы есть будущее. И для Украины очень важный, идеальный вариант, супер идеальный, создание, понимаете, мы не говорим, конфедерация это немножко сложновато. А вот договорами это все перешить, это проще. И да, действительно, можно сделать некий экономический союз. Украина, Польша. Туда, я даже думаю, и Чехия, и Словакия может присоединиться. Ну и Прибалтика. Фактически сейчас, на сегодняшний момент, уже как бы Польша, Украина, Прибалтика, Литва, давайте уточним, Латвия, Эстония как бы немножко, но я думаю, они тоже там, они уже задекларировали, что они за. Чехии тоже как бы поддержали. И в принципе, если бы создали этот экономический союз, для Украины это супер идеально. Это мечта всей, скажем, вот давайте так, если это произойдет, вот тогда мы скажем, мы победили. Экономически в этом однозначно.
И если не будет, ну, будет прошение. Сейчас немножко объясню. Смотрите, даже если нас примут в Евросоюз, скорее всего, нас примут на условиях Румынии. Сейчас тоже объясню. Румынию и Болгарию принимая в Евросоюзе, приняли условно. Есть такая практика. То есть говорит, мы тебя принимаем, но Шенгена нет, этого нет, но это будет через 10 лет, это будет через 15. Ну, чтобы вы правильно поняли, мы считали так, что, ну, понимаете, мы вас принимаем, ну, как бы так, не все. Давайте так, вот, мы вас примем, но все остальное будет поэтапно. И, скорее всего, нас будут так принимать. Мало того, это не значит, что даже если после нашей победы, там еще будет куча времени. И может так произойти, что полноценно мы станем членами Евросоюза через 30 лет. Вот что вы так, ну, я просто объясняю, что вот сейчас на сегодняшний момент Болгария и Румыния еще не полноценны. Хотя их приняли, потому что есть ряд, ну, моментов, говорят, стоп. Вот Румыния только сейчас Шенген, да. Ну, то есть говорит, все, ну, вроде бы созрели, давайте. А до этого Шенгена не было, потому что вы правильно поняли, но мы-то просто часто смотрим, нет, не так. И в нас будет. По этой причине для нас вот этот союз, грубо говоря, даст возможность, даже если нас примут условно, даже если мы полноценно станем через 30 лет, мы уже будем членами Евросоюза. То есть фактически, ну, это такая хитрость, но хитрость довольно правильная. Мы фактически зайдем через окошко Евросоюза, даже если отдельные страны Евросоюза станут позу, а такое будет, и будут мотать на нервы, не один год рассказывая, что мы не готовы. Такое может. А вот благодаря этому союзу мы будем уже там. Понятно, не полностью, но то, что, я думаю, большинство жителей Украины поддержит однозначно. Это возможность ездить на заработки в Евросоюз. Потому что вот этот, если правильно все оформить, даже если нас полностью не примут, можно спокойно поехать. Для наших бизнесменов, даже если нас полностью не примут, они смогут спокойно брать заказы, выполнять заказы для европейских компаний. Это вообще самая и мысль, в чем ценность Евросоюза. Что даже маленькая компания, которая находится в какой-то там в селе, может взять заказ, высушить там, не знаю, там семечки, ну, тыквенные, ну, я так условно говорю, или там какие-то ягоды, и это все она может продать за евро, за бешеные деньги с нашей точки зрения, ту же Германию. Ну, что вы сами понимаете, соотношение цен, ну, вот, то, что мы здесь там продаем, это очень мало. То есть то, что мы продаем за гривну, там это стоит евро. И понятное дело, что для бизнеса нормально, это такой взлет, что просто будет крышу срывать и будет все говорить, боже, неужели так может работать? Может. Это может. Но тут как раз вот эта вот ситуация, что, скорее всего, мы будем вот так двигаться через Польшу. И это действительно даст эффект. Так что, если это будет экономический союз, это будет такой прорыв, что после этого, ну, действительно, в учебниках истории будут писать благодаря новой Речь Посполитой и так дальше. Это факт. Тут ситуация следующая. Надо немножко понять, что, конечно, восстановление экономики Украины вещь тяжелая. Но нам денег не дадут. Будем восстанавливать за счет своих. И по этой причине вот этот союз нам позволит за счет своего восстановить. Вот такая ситуация. Хотя, обращаю ваше внимание, конфликты с польскими фермерами, польскими компаниями, будут. Ну, конкуренция, она всегда такая. По этой причине надо просто понимать, что даже если будет этот союз, это не значит, что там поляки будут нам деньги раздавать. Не. Или мы будем с поляками только дружить. Скандалить будем, ругаться. Да. Там будет все, что угодно. Потому что в бизнесе оно же не бывает только хладно, ну так все спокойно. Там без конца и края конфликты. Нормально. Александр, зачем Польше эта конфедерация? Ну, Польше оно не надо, это ж мы его говорили. Чисто политически. Нет, Польша как раз это и даром не нужно. Тут просто ситуация заключается в том, что сейчас, ну понимаете как, сейчас играет эффект, ну такие как бы политические лозунги. И сейчас действительно, ну смотрите, вот в Польше даже делают опросы среди поляков, там ну, очень большая часть населения нас поддерживает, а власть ориентируется на то, что хочет население. А вот если этот опрос в Венгрии сделать, наоборот. Вот почему в Венгрии не ходит? В Венгрии опрос другой, там действительно большая часть населения как бы, ну, отрицательно, не против, а отрицательно настроена против Украины. А в Польше наоборот.
В Литве то же самое. По этой причине, да, руководство Польши подстраивает. Ну, оно же ведь делает так, чтобы в будущем за него голосовали. Вы же понимаете, как это строится? И да, на сегодняшний момент эта тема популярна. Полякам эта идея нравится. Вперед. Так что тут все очень политически играет. Мгм. То есть экономические выгоды в конфедерации нет. А в... И экономически она есть, но она, смотрите, чтобы, вот смотрите, почему поляки за. Поляки прикидывают, хорошо, значит, если будет, ведь на сегодняшний момент есть вечная война, Польша и Германия. Вы же понимаете, что, да, все понимают, единый Евросоюз, но все поляки матюкают, проклинают, я говорю бизнес, имеется в виду, проклинают, матюкают немцев, которые, ну, которые богаче, которые мощнее, от которых Польша зависит, да. И по этой причине, ну, вот есть слово, «гуртом легче батька был». Да, они исходят с точки зрения, что имея такой союз, и будет проще давить на немецкий бизнес. Ну как давить? Контракты вырывать, где-то что-то проталкивать. Вот такая ситуация. Вместе решать какие-то, опять же, бизнес-процессы, которые вот сейчас им не хватает сил, теперь хватит. Ну, мало кто знает, что в Германии довольно развит аграрный и продовольственный рынок. И поляки тогда толкаются, немцы не пускают. Там что-то пускают, что-то есть. И они понимают, объединившись, можно будет нанести удар более сильный. И зайти на те рынки, которые немцы сейчас не опускают. Так что тут, ну, бизнес, он всегда такой. Он как бы не стоит на месте, он всегда, и конкуренция, она всегда жесткая. Понимаете? И там действительно, когда ты один, это одно. А когда вас двое, и вы нападаете на одного, это уже легче, можно что-то пробить. Так что здесь интерес есть взаимный, польский и украинский. Мы хотим залезть на рынок Европы. Поляки хотят залезть, а немцы не очень хотят. Тут, но это всегда было, потому что, ну, я говорю, вот это было, есть и будет во всех странах мира, и конкуренцию никто никогда не отменял. Да. Она всегда жесткая, беспощадная, несправедливая. Маленькое уточнение. Вот то, что говорит российская пропаганда о том, что забрать там 3-4 области Польша, насколько это выгодно? Нет, абсолютно верно. Смотрите, чтобы вы правильно поняли, у меня есть очень хороший знакомый польский политолог. И когда-то мы еще давно с ним обсуждали, и он мне показал опросы. Ну, вы же понимаете, что такие опросы делают. Ну, вы понимаете, что есть какая-то часть поляков, которые там жила и так дальше. Они сделали опросы. В Польше эта тема мертвая. Там, говорит, получается до 10%, которые действительно говорят, вот мы должны, ну, великую. Говорит, просто прошло, это уже никого тема не интересует. Она выбрала эту тему. Тем более на сегодняшний момент, ну, даже у поляков другая девушка такая, зачем они нам нужны, что мы были с ними делать, да, там уже пошла другая. То есть, понимаете, Польша сейчас вступила в Евросоюз, у нее сейчас другие занять, ну, не занять, а, скажем так, занимать важное место в Евросоюзе. Вытолкнуть Германию с лидерства Евросоюза, вытолкнуть Францию, вот их цель. То есть уже эти идеи, вот мы, то есть понимаете, вот в России они болеют 16 веком, собирали земли русские. В Польше это все нет, они болеют другим. Вот как так сделать, чтобы в будущем, вот сейчас вы понимаете, кто в Евросоюзе главный? Германия, Франция. Они говорят, нет, мы хотим, чтобы в будущем в Евросоюзе было главное Польша, Германия, Франция. О, вот такая у них мечта. Понятно, понимаете? то есть разные задачи. Хорошо, давайте тогда развернемся на восток. И несколько слов. Вот интересен ваш взгляд на то, что делает оккупант на оккупированных украинских территориях. Причем я прошу максимально объективно, потому что здесь очень важный момент, потому что все равно война, понятно, там пушки, грады, но есть еще и вот это экономическое измерение противостояния. Именно политики, именно экономики в оккупации, потому что есть тыл оккупированный, да, врага, тыл там близкий, есть дальний, и там есть своя политика. Да, я несколько уже там раз подряд сообщал и там обсуждал с экспертами и политиками о том, что с 1 июля на оккупированных территориях вот невозможно будет без российского паспорта.
Ну вот невозможно, потому что ты должен в своей там, квартире, в своем доме, там, где ты живешь, брать вид на жительство, ну если ты не берешь российский паспорт. А чтобы трудоустроиться, целый пакет документов, ну там по российским нормам, полисы там, и всякие такие штуки. Там целый пакет документов. То есть это усложнение. Проще пойти и взять паспорт. Принуждение. Понятно. Но вот очень интересная экономическая политика сейчас разворачивается на фоне там вообще ситуации в экономике России. В оккупации очень дорогие продукты. И вот сейчас сообщают, что там на оккупированном Востоке развернули такие, ну, скажем так, распредзоны на рынках, где овощи там дешевле, чем везде. Именно там ты можешь купить розница, опт. До этого сообщали о свободной экономической зоне. Запорожская, Херсонская, там, Луганская, Донецкая. Вот эти части, да, которые занял оккупант. Что делает Россия в экономическом плане вот на этих территориях, исходя вот из этих шагов? Это просчет на что-то, ну, вот дальше? Это краткосрочная, среднесрочная ставка? И на что? Ну, пока сжигает деньги. Нет, там действительно, ну и Путин, и как бы Кремль принял решение максимально все бросать деньги туда, не обращая внимания на потери, главное как-то переубедить население. Да, насчет паспортов вы сказали, ну поймите, взяли, как взяли, так и выкинут. Это все, ну, Херсон, принцип, там же та же ситуация. Кто-то взял паспорт, вернулся в Украину, повыбрасывали, все, это все мелочи жизни. В истории Второй мировой войны мало кто знает, что на оккупированной территории Украины были тоже немецкие паспорта. Ну что, выбросили, все. Это не проблема. Да, действительно, Путин попытался применить метод, который он применил в свое время в ДНР и ЛНР. Что некоторых сенаторов, ну, с деньгами, как сказать, рекомендовал им, то есть поделиться. Но в этот раз не сработало ничего. Даже когда он попытался раздать заводы, отказались. То есть они никому не нужны абсолютно. Ну, то есть в таком виде. В таком. Да, на сегодняшний момент целенаправленно, действительно, Кремль выделяет деньги. И тут действительно время от времени даже российские эксперты критикуют это. Ну, есть же там. Потому что ну, нет официальных данных. Официальных там нет, где-то там, ну, и тон в общем как бы. Но некоторые называют, что вот эти вот триллион, который выделяют на эти территории, надо направить было на пенсию. Ну, вы понимаете, там же как бы тоже риторика другая. И да, действительно, сегодня момент просто сжигают деньги. С расчету авось получится. Нет, понятное дело, российская власть хочет показать, что они добренькие. По этой причине там а то и дома строят, и фильмы показывают, и рассказывают, и ну, продукты. Да, это все срабатывает. Это будет всегда все делаться, ну, до тех пор, пока украинская армия не освободит эту территорию. Освободит, ну, значит, будет все по-украински. Вернутся украинские продукты, украинские цены, будет все замечательно. Тут вот интересную дискуссию народ поднял. Когда украинская армия зайдет в Крым, будут ли встречать ее с цветами? Ну, наверное, вы слышали, но это наш представитель, сразу говорю. Наш, так сказать, по-моему, Ташеева, если я неправильно произношу фамилию. Она высказала мнение, что когда украинская армия зайдет в Крым, то народ Крыма будет встречать с цветами. Ну, конечно, это начали обсуждать и на крымских, так сказать, каналах. И интересно обсуждение. Ну, с одной стороны, понятное дело, многие говорят, что да нет, не будет, мол, типа, будут сопротивляться. Другие говорят наоборот, что да, действительно, в Крыму приход украинской армии вызовет эйфорию, и даже те, которые сейчас за Путина, будут резко поменять свое мнение и будут поддерживать Украину. Так что тут не все так однозначно. Ну, не все так, не все так однозначно, еще исходя из того, что такого явления не было бы, как крымский СМЕРШ. В соцсетях активно публикуют разных людей, граждан Российской Федерации, которых ловят там на каких-то лайках, постах за Украину, а потом заставляют на камеру извиняться на фоне российского флага. Нет, это в Советском Союзе было. Это было, просто подзабыли. Во времена Сталина была такая даже ситуация, когда, ну вот, действительно, люди, ну тогда не было лайков, были собрания, на собрании извинялись. Отказывались от родителей, от детей. Это все было. Это чисто Советский Союз. Тут ничего. Но опять же, поймите, как вам сказать, ну, в Советском Союзе, даже уже когда не было Сталина, люди выходили на трибуну, говорили красивые речи,
когда сходили с трибуны, рассказывали анекдоты про Брежнева. И плевать не хотели на все. То же самое в России. Понимаете, в России на сегодняшний момент, если бы действительно провели настоящий опрос, я думаю, поддержка Путина была 2%. Но так как на сегодняшний момент большинство жителей России говорит, ну зачем мне какие-то вот вы говорите, проблемы. По этой причине я за Путина, я лайк поставлю правильный. Не потому что он за. Потому что ну зачем мне это надо? Ну это тоже такая как бы, ментальность. В принципе, это логично. И на сегодняшний момент я понимаю, что Кремль очень хочет переагитировать, показать вот, жителям оккупированных территорий, что он хороший. Но это не срабатывает. Я так понимаю, что может у нас произойти. Вот действительно произойдет. Какая-то часть, которая действительно, говорят, мы хотим Россию, уедет в Россию. Мы освобождаем территорию Украины, и остаются люди, которым действительно близка Украина. Кому нравится Россия, они просто едут в Россию. Опять же, история Второй мировой войны. Мало кто знает, что действительно, или знаете, что была ситуация, когда часть жителей той же Украины, Беларуси, они переехали в Германию, по ряду в Германию, а потом кто-то даже сел в Германию, а некоторые оказались в Латинской Америке, в Австралии. То есть, им не нравилась, так сказать, советская Украина и так дальше. И таким образом то же самое произойдет и сейчас. Да, какая-то часть населения уедет раз навсегда, и они будут жить там в России и проклинать постоянно Украину. А какая-то часть останется и будет жить в Украине и хвалить Украину. Вот такая ситуация. Да, друзья, спасибо, что досмотрели до этого места. Еще один вопрос. Как бы перед этим скажу, что очень благодарен всем, кто поддерживает канал, кто ставит лайки, пишет комментарии. Спасибо вам большое. Это мотивирует делать новые выпуски, очень с интересных точек зрения рассматривать те или иные вопросы. Александр, 9 мая. Уже есть сообщение, что в Крыму, там, Курская, Брянская области отменили вот эти шествия бессмертного полка. Как массовое мероприятие имеется в виду. Да. Программное, там, городское, или там, как если в Крыму, да, вот республиканское. Смотрите, то есть, да, это понятно, есть прифронтовая территория. В Москве парад будет. Об этом тоже объявили. Украинский Монобанк и его один из соучредителей объявил 20 миллионов гривен награду тому, кто запустит дрон, и он долетит до Красной площади. Именно 9 мая. Как вы относитесь к такой инициативе? Некуда нам деньги девать? Или... Нет, это его собственные деньги. Давайте уточним. Это его собственные. Смотрите, в целом, если у тебя есть 20 миллионов, да. как бы, можно же ими распорядиться по-другому. Он так распорядился. Понимаете, давайте, это же не последние деньги, да, у него. А во-вторых, он так нет. С точки зрения пиара шикарный трюк. Посмотрим, может действительно сработает. Вы понимаете, вот, чтобы вы правильно поняли, вот это стоит 20 миллионов. Если это произойдет, это такой будет удар по российской пропаганде, все представить не можем. И понимаете, в чем беда российской пропаганды? Они так накручивают некоторые события, что если ты начинаешь играть против них, то это все разваливается. Вот они раскручивают 9 мая, Великий Путин, там Великая Россия и так дальше. И вот такие вот трюк, это наносит, знаете, такой супер антипиар. Если бы они так бы не раскручивали, то бы не было. Они слишком раскручивали. Они так уже это все раскручивали, что вот такой вот инцидент, если он произойдет, действительно, я понимаю, что это принципиально 9 мая, принципиально наоборот. Если он произойдет, это не просто удар по им, это перечеркивает все, что до этого накручивало. Потому что ведь, что постоянно говорит Путин? Самая сильная армия в мире. Да мы тут такие, да наше ПВО, да и я тут такой. И если, постой, как же наше ПВО, как же это все? И тогда уже можно сколько угодно говорить наш, что значит наши? Но если с твоим ПВО о Красную площадь, а где гарантия, что другой дрон прилетит ко мне там запануть с какой-то или в наше село? Вот в чем дело. Нет, с точки зрения пиара идеально. Посмотрим, конечно. Я так понимаю, что здесь действительно и
ну, собственник Монобанка пиарится. Давайте так, ну, вы же понимаете, сейчас мы обсуждаем, повторяем, все повторяют красиво. Ну, Увидите, смотрите, давайте так. Я вот почему как бы этим хочу закончить. Получается, 9 мая не наш праздник, или мы 9 мая подчеркиваем такими акциями, что это там наш, может быть, там День Победы, и мы ждем свой День Победы. Потому что тут же, вот вы говорите, что понятно, удар по пропаганде, но ведь уже больше года воюют, и все посмотрели, что из себя представляет российская армия. Я специально сегодня с вами не обсуждал вот это видео, там, где голову отнимают, то есть, ну, как бы оно вроде как летом снято. Не обсуждаю почему, потому что, ну, понятно, что сейчас у каждого есть мобильный телефон, у каждого, но я думаю, что вот мы еще будем видеть разные видео на мобильный телефон, вот еще на протяжении там лет 10-15 точно, потому что это большой массив, будем еще мобильные телефоны находить и там восстанавливать их из, как бы, раскапывая там останки, будем находить мобильные телефоны и там снимать оттуда еще информацию, еще будет новое поисковое движение позже, и там мы еще насмотримся. Но я хочу вот к чему я, Александр? К тому, что вот мы не раззадорим ли еще больше? Потому что, как ни крути, ну, там разные военные аналитики смотрят и видят, что да, вот эта бравада, вот этот дым, он был там год назад, там полгода назад, а сейчас немного другая работа. Сейчас все понимают, что там натовское вооружение, сильная украинская армия, надо соответствовать. И начинают русские пытаться соответствовать. И как бы усиляются, и вот уже там новые сюрпризы готовят. А тут 9 мая летит дрон и падает на Красной площади. Не возымеет ли это обратный эффект от того, что мы только что обсудили? Для глубинного народа не возымеет. Поймите, вся беда заключается в том, что, опять же, вы исходите с точки зрения разумных людей. Да. А, к сожалению, вот то, что мы называем глубинный народ в России, их довольно много, они, ну как вам сказать, это не пропаганда. Они привыкли так жить в совке. Для их по этой причине, когда вы им говорите, ну вот ситуация очень простая, когда даже вы им показываете карту и говорите, вот смотрите, вот в российскую армию выбили с этого, они говорят, не, это мы сами ушли. Все. Ну и дальше разговоры ведутся, что самая... Ну вот вы будете смеяться, но в России очень популярная тема, что самая сильная армия в мире это российская, но про это нельзя говорить, это тайна. Все. И вы не перебьете, вы никогда не перебьете. И будете показывать цифры, графики. Не. Это тайна, потому что в России это ж тайна. Вы же понимаете. Она самая сильная в мире. Все. Без разговора. Дольше дискуссии быть не может. А вот если бы не тайна, то да. Ну и плюс ко всему то, что в Америке там одни, вы понимаете, гомосексуалисты, американская армия одни женщины. То есть это уже, вы понимаете, вот глубинному народу, если вы попытаетесь по-человечески с ним говорить, это бессмысленно. А вот когда вы с ним говорите вот таким язычком, он говорит, как? Да быть-то не может. У нас в Красном, да? Да ты что? Там же ж наши пацаны на Красной площади. Ой, что-то случилось. Нет. Ну тут и есть вот этот метод пропаганды. Если вы хотите достучаться до глубинного народа, используйте методы, которые использует Россия. Да, они с точки зрения здравой логики смотрятся немножко глупенькими. Но, к сожалению, нормально там не работает. Вот смотрите, опять вспомните, когда начали погибать российские военные, и наши говорят, ну вот это может повлиять, на глубинный народ это не влияет. Почему? Говорит, какая разница, или он по трактору по пьяни погибнет, или он на фронте. Для них это наплевать. Отношение немножко другое. А вот это, да, вот это срабатывает. Говорю, что вот Россию ждет, шикарно ждет, это народный бунт. Когда никто не сможет понять, почему эти воюют с этим, а эти с этим. Потому что вся как раз вот эта бравада глубинного народа, вот чем Россия славится? Не революцией, бунтами. Вот это есть. Она постоянно, вот как бунт начинается, его остановить уже нельзя. Причем такими же бессмысленными, беспощадными. Ну, так сложилось просто. Да. Не, просто поймите правильно, на сегодняшний момент, я говорю, вот еще бывает, знаете, очень забавно,
слушать зарубежных, которые рассказывают, пытаются объяснить, ну, жителям России, что война это плохо и так дальше. Меня это немножко смешит, потому что я понимаю, насколько они даже не представляют, что их информация, ну, она вообще не может восприняться большей части жителей России. Тут немножко другой нюанс. И да, на сегодняшний момент, да, действительно, ну, вот это, если произойдет, это инцидент. Вот для глубинного народа это вот действительно сигнал, что а царь-то, оказывается, врал нам. Вот. Потому что вот это, ну, понимаете, я говорю, что, ну, для нас, ну да, 9 мая праздник, а там это так накрутили, так закрутили, так перекрутили, что любые инциденты, ну, моменты, они играют именно против. Вот, знаете, пружину сильно закрутишь, и даже чуть-чуть он ты раз и выскочил. Вот то же самое здесь. Потому что одна из причин, когда время от времени поговаривают, говорит, что в Кремле не понимают, что надо действительно, ну, как-то уже прекращать войну, она же убивает экономику России, убивает все. Говорит, они так хотели, но они так уже закрутили, они не могут. Да, я думаю, что так оно где-то в определенной степени есть. Но не может сейчас царь выйти и сказать, я решил прекратить эту бессмыслицу ради спасения жизни глубинного народа. Они это не понимают. Просто. Вот это он не может. Знаете, в чем дело? Слушайте, а у вот нас, это да, действительно. а у нас тоже похожая ситуация или нет? Но у нас немножко другая. У нас сейчас сработало то, что действительно раньше не было. Самый настоящий патриотизм. Потому что, понимаете, вопросы одно дело, а тут реально. Не, на сегодняшний момент вот действительно что произошло. Когда жители Украины, именно жители разных национальностей, причем до такой степени, действительно хотят одного — победы Украины. Понимаете? Ну, здесь вы понимаете, сказать, ну, почему сработало? Смотрите, потому что нас напали. Я имею в виду, тут же понятно, что на нас напали, и мы защищаем, освобождаем там свою землю, это 100%. Но тут смотрите, какой нюанс. Тут же тоже понимание победы, декларируемая, допустим, властью, вот это там марафоны, пропаганда, правильная, но она же тоже имеет обратный эффект. Почему вот все сейчас обсуждают эти сливы, да, вот что правда, а что неправда? Потому что, ну, точно так же, наверное, по механике, не по сути, не по смыслу, а по механике может происходить, когда люди скажут, опа, а нам что получается, врали? Нет, тут такая ситуация, у нас немножко, вот давайте так, после победы будут как раз именно так говорить, это факт. Ну, это сначала эйфория, потом будет это как традиция. Но на сегодняшний момент, да, действительно, вот именно жители Украины, ну, как бы, это не пропаганда, у нас пропаганда очень слабая. Честно говоря, у нас ее вообще нет, если так по-честному. Пропаганда, у нас пиар. Пиар, пропаганда, две большие разницы. Так вот, у нас действительно произошло, что жители Украины ужасно хотят победы. Знаете, до дрейфа. Ну, возможно, какая-то прослойка всегда находится, это же все ужасно. И, в принципе, вот действительно не имеет значения, кто будет президент Украины, абсолютно. Любой президент Украины, он будет только нацелен на победу. Он не сможет сказать, а давайте вот так вот мы тут остановимся, ну типа, нет, это невозможно. Это тоже, вот это вы скажете, а это уже проблема украинской власти. Да, вот украинская власть сейчас не может сказать, ну хорошо, а давайте отдадим Крым. Вот давайте так, вот давайте, не может. Даже, вот если даже она захочет, вот скажем так, вот захочет украинская власть, с точки зрения каких-то геополитических интересов, ну, даже давайте так обменяем его и так дальше. Не пройдет. Понимаете, что дело произошло? Вот тоже такая ситуация. Так что да, тут действительно война будет очень долго, азартная. Ну, как Индия-Пакистан. Ну, с 49-го года воюют. Ох, Индия-Пакистан. Кто Индия, кто Пакистан? Как раз было свеженько. Сегодня там они немножко постреляли. Да. Не, они же так успокоились, потом еще, у них же было 2 войны. Потом около 4 мирных договоров, решение ООН и так дальше. Все, что было. Но мало того, там даже были случаи, когда действительно помирились. Приехала сборная по крикету с Пакистана, с Индии, сыграли. Я вообще не помню, кто выиграл. Но лучше бы они не играли. Такой понятие. Так что, как видите, это все додолго. Нет, действительно, на сегодняшний момент вот мы начали про Речь Посполитую, сейчас мы развернули историю. Сейчас действительно история развернулась в другом варианте. Сейчас будет долгое противостояние.
Московского царства и Речи Посполитой. Фактически мы вернулись к тому, что Богдан Хмельницкий начал еще в 16-м. Может, не надо было начинать? Имеется в веке же. Не, в 17 веке, прошу прощения. Да. И вот Интересно. сейчас мы по-новому историю переписываем. Да, спасибо вам, Александр, за ваше время и ваши мысли. Да. Друзья, напишите, что вы думаете о мыслях Александра, о нашей беседе, как считаете вы. Спасибо за лайки под этим видео, берегите друг друга и всем добра и света. Увидимся.